Картфишинг — это смесь спорта, развлечения и рыбалки. С течением времени и с увеличением рыболовной практики спортивная составляющая в любом случае будет усовершенствоваться, если все делать правильно. И со временем в арсенале карпятника появляется, что называется, настоящий дальний заброс. Это заброс оснастки, когда на водоеме, на большинстве водоемов нашей полосе, это получается практически все рыболовные точки достижимы. И нужно, то есть можно выбирать рыболовные точки, исходя из теории, из карповой теории, а не из возможности дальнего заброса. В нашей полосе основная ширина водоемов на рыбалке составляет порядка 100 метров, примерно плюс-минус 100 метров. И у многих карпятников это уже не недостижимая дистанция, а обычная рабочая дистанция. Можно забросить и подальше. И тогда в таких ситуациях очень часто получается оснастка, вместо того, чтобы попасть под противоположный берег, забрасывается непосредственно на берег. Причем грузило достаточно глубоко входит, в данном случае хорошо видно, что грузило вошло в грунт, причем его практически не видно, только литкор. Сейчас чуть-чуть мы покажем. Вот. Вытягиваем грузило, вот само грузило сейчас будет. Это достаточно легкое, 113 грамм грузила. Но можно вот этого факта попадания грузила на берег можно избежать, если воспользоваться клипсованием. Вот на каждой шпуле есть вот такая маленькая клипса, которую можно, сейчас покажем на видео, которую можно леску завести и таким образом ограничить дальность заброса. Это спокойно заводится и достаточно надежно фиксируется. Расскажем технику клипсования подробно. Вот наш берег, с которым мы будем совершать заброс, сам водоем, чтобы можно было оценить ширину водоема. И вот сейчас ожидаемая перспективная точка для рыбалки. Это камыш под берег. Видно, что растет ровная стена. Есть вероятность, что вдоль этой стены камыша будет ходить наш трофей. Теперь остался вопрос, как положить оснастку точно на этот берег. Сейчас традиционная процедура: намочить шпулю, слезку на шпуле. У меня удилище было заброшено, минут 15 основной участок лески пролежал в воде, для того, чтобы она стала более эластичная, распрямилась. Вот я намочил сразу леску на шпуле. Вот. Леска у меня уже клипсованная. Я первый заброс сделал на расстоянии где-то метров, наверное, 30-25 от того берега. Вот сейчас повторю, чтобы было понятно сама техника заброса.
Забрасываем мы только одно грузило, без оснастки, нет необходимости оснастка. Сейчас вешать буквально будет заброс. Внимательно смотрим, куда приводится грузило. Ну, ориентировочно где-то 25 метров. Сейчас метров, наверное, 5-7 бросил лески и заклипсую. Получается следующий заброс. Метров на 5 дальше. Сейчас вымотаю оснастку, причем выкачиваю, обратите внимание, не тяну лебедка, а выкачиваю бланком и подматываю катушкой. Катушки у меня с нержавейки, подшипники с нержавейки, поэтому можно спокойно мочить всю катушку вместе. Вот вымотали оснастку. Сейчас я буду забрасывать. Вот заброс. И сразу удилище перпендикулярно, вертикально. Вот был удар. И обратите внимание, сейчас метров на 5 дальше упала оснастка. Я еще отпускаю где-то метров 5 лески. Чтобы добавить еще, заклипсовал опять, чтобы добавить еще 5 метров дальности заброса. Удилище вертикально ставится для того, чтобы смягчить удар. Если не поставить вертикально, то или вырвет при броске вырвет клипсу, или порвется сама леска. Так кончик удилища смягчает удар когда доходит до клипсы. Выматываем. То есть этот бросок должен получиться еще дальше, метров на 5. Вот еще заброс. Удар. Вот, смягчает кончик удилища. Вот сейчас оснастка, в данном случае грузила. Вот я еще отпущу метра 3 лески, заклипсую, то есть потому что мне нужно положить оснастку чуть-чуть левее, а левее получается чуть дальше от меня. Вот. Сейчас в теории оснастка должна лечь на расстояние где-то метра 3-5 от камыша. Выматываю, выкачиваю, опять не выматываю, выкачиваю бланком и подматываю катушкой. Вот. Контрольный заброс, пока без поводка, без наживки, просто заброс. Контрольный, чтобы посмотреть, на какую дальность сейчас заклипсовано. Заброс, удар, приводнение. Сложно сказать точно на каком расстоянии. Вот это, кстати, быстросъемник крупным планом, который очень сильно помогает. С помощью его процедура смены поводка ускоряется. Сейчас продемонстрирую, каким образом я сбрасываю леску. Вот было заклипсовано, я снимаю с клипсы, отматываю на глаз, но у меня примерно получается, вот я сбрасываю сейчас примерно 5 метров. И клипсую. Все. Сейчас можно сматывать, выматывать удочку. Мы добавили в дальности заброса ориентировочно где-то примерно метров 5. Вот, кстати, еще один момент очень важный. После постановки на родпод желательно отметить место, где мы клипсовались. В данном случае тут хорошо видно узелок, маркерный узелок.
маркерный узелок. Делается специальной маркерной нитью. Лучше всего это, как ни странно, фуксовская маркерная нить. Вот она не мешает. Тут видно, что спокойно сматывается, проходит все кольца, проходит катушку, ничему не мешает. Вот это сама маркерная нить. Отматываем ее сантиметров ориентировочно 10. Обрезаем. Для образца я взял отрезок литкора. И вот сейчас делаем петлю и поэтапно демонстрирую, каким образом вяжется этот маркерный узелок. Обматывается одним концом и литкор, и маркерная эта нить. Ну тут нету ограничения, ориентировочно 8-9 витков. И потом аккуратно это все затягивается. Получается такой аккуратненький, красивенький узелок. Он передвигается потом, то есть не надо, он двигается по леске, но сам по себе он не сдвигается. Вот такой маленький. Теперь можно повесить поводок с оснасткой. Леска клипсованная. Делается заброс уже с оснасткой. Удар, приводнение. Вот. Теперь нужно не забыть снять леску с клипса обязательно. Вот. Для того, что мы же ловить собираемся рыбу. И спокойно подматываем этот и ставим удилище на рот. Удачной рыбалки!